Всем привет! И прежде чем начать, хочу сообщить приятную для меня новость. Может быть, найдутся люди, которые порадуются вместе со мной от души. Каналу стукнул полтинник. Ну не 50 лет, а 50 тысяч подписчиков. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо тем, кто смотрит. Спасибо тем, кто не смотрит, просто подписался. Потому что аналитика показывает, что из 50 тысяч подписчиков в первую неделю мои видео постоянно смотрят около 1000 человек. Плюс-минус 200. В одну сторону, в другую. Спасибо всем. Пусть даже не сильно смотрят, но все-таки цифра радует глаз. А теперь начинаем. На повестке у нас сегодня шара-точка. Пролез я YouTube. И по большому счету ничего хорошего не нашел. Бербрайер изобретение свое показывал. Но только он сообщил, что там можно точить любой диаметр, а сам выточил почему-то 3-сантиметровый диаметр. Что чуть-чуть напрягло. Не думаю, что можно металлический шар выточить, как он сказал, хочешь точи 80. Так. Ну и вообще я не нашел, чтобы большие шары точили действительно металлические. То есть такие, какие можно найти и так в повседневной жизни, такие и точат. Я сильно заморачиваться не стал с жесткостью и сделал просто под алюминий. То есть точил я алюминиевые шарики. Повозился чуть-чуть, это у меня все тренировочные были. Ну, кое-что получилось. Сейчас, наверное, сильно заморачиваться не буду рассказами. Перейдем сразу к делу. Выточим шар, а потом уже разберем шароточку. Это я пулю делал, а потом обрезал. Ну и вывод для себя сделал, что шароточка это инструмент однодневка. То есть я ее сделал, сейчас вам покажу видео, и будет она лежать на полке. Потому что заморачивается и точить какой-то шарик для рычага, по-моему, не знаю. Проще конусный сделать и все. Это просто игрушка для взрослых дядек. К станку. Ну, пробуем. Опыта нет, поэтому, если не получится, заранее извините. Сейчас мне главное в процессе работы автоматом не тронуть малую продольную. Потому что если я смещу вот этот центр, он сейчас напротив оси вращения. Если он уйдет сюда, получится яйцо. Если он уйдет сюда ко мне, получится сплющенное по бокам. Если сильно уйдет сюда, то получится здесь аж выемки внутри, впадины. Все, поехали. Что выйдет, то выйдет. Сейчас я сделаю вот так. Маслом замазал. Боюсь камеру. Опа. И вот итог моей ошибки. Надо было резец подводить, чтобы он был уже цеплял за заготовку. У меня, видите, чуть-чуть не достает. И поэтому вот это я уже не захвачу. Если я сейчас даже и захвачу, то получится сплющенный. Сейчас попробую. 3 миллиметра добавлю. И попробую. Поменьше шарик будет, но должен получиться. Продолжаем переводить алюминь в опилки, в стружку.
Ну вот нам и шар. То есть, если изначально геометрию соблюсти, то... Да ёп, где ты там? Ладно, не буду мучить. Итак, если изначально геометрию соблюсти, то можно что-то выточить. Но нужны годы тренировки. А теперь давайте сейчас снимаю шарик, это снимаю шароточку, поболтаем. Кому интересно, оставайтесь. Ну и вот что сегодня получилось. Просто под конец работы уже алюминий нагрелся, и его начало резцом прям не резать, а тянуть. Я его в воду потом окунул, он аж зашипел. Да и вы видели, наверное, масло горело. И, короче, получилось вот так. Но это все-таки шар. Вроде, не яйцо. Это в сторону. Вот она, вся резцедержка. Резцедержка, шароточка. Устройство все простое. 16-я пластина. Сталь 3. Проточен паз под упорный подшипник. Вставлена обойма. И так же само здесь. Выточил круглую. Тоже сталь 3. Выточил круглую шайбу. Сделал паз под подшипник. Подшипник вставляется. И все это ставится на туда. А сверху уже от рельсы, кусок рельсы, ну, вырезал, изгалялся. Отрезал головку, чтобы подогнать резец ровно по центру, чтобы было оси вращения. И вот эта рельса приварена уже на пластину. Приварена, обточена. Потому что здесь, получается, резец стоит, ну, на краю вот этой вот площадки. И получается, что жесткость давит. И, короче, решил сделать здесь стальную все-таки. С рельсы сделал. Там резьба. Ошибка моя. Большая ошибка. Не подумал сразу. Сделал на резьбе. Но резьба на 18. Шаг у нее, по-моему, 3, наверное. Или 2,5. Какой у нее шаг, я что-то не посмотрел. И получается, что когда меняю диаметр, сразу уходит много, ну, с диаметра. То есть, если я точу, например, на 50, а потом на один оборот делаю ближе, и получается уже 44 диаметр. Сильно много съедает. Надо было делать на болтах, как обычная державка крепится, чтобы можно было выдвигать, сколько мне нужно. Ну, в этом плане лучшую шароточку я видел на канале Ренат Пак. Паренька зовут Ренат Пак, и канал так и называется. Он вообще молодец, на все руки мастер. Сколько в ютубе забиваю всего, и часто выпадают его поделки, самоделки. Разносторонний паренек, прям молодец. Ренат, вдруг сейчас видишь. Привет тебе большой. Хоть ты меня и не знаешь. Так. У него, у Рената было здесь на Т-пазу, по-моему, кулачок токарный и профрезерован Т-паз. И получается, резец торчит недалеко, сама державка. Меньше вибраций. А вся площадка на Т-пазах ходит и фиксируется. Вариант, конечно, хороший, но, как я уже сказал, для самоделки однодневки возиться что-то не захотелось. Поэтому сделал, можно сказать, тяп-ляп, лишь бы проверить, поиграться. Поигрался. На сталь я замахиваться даже и не стал, и не думал замахиваться, потому что там жесткость другая нужна, там все по-другому нужно продумывать. И поэтому сделал вот так. Так, ну а собирается это все просто. Стало так. Закрутилась державка, так называемая моя. Ну, с этой стороны контрагается и ставится ручка, это вы видели. Вот это максимальный диаметр, который возможен здесь у меня. А дальше уже по мере выкручивания, хоп, 6 мм с диаметра ушло. Хоп, 6 мм ушло. Короче, не продуманно, я же говорю. Делал так-сяк, и получилось так-сяк. И насчет еще пластинки.
Еще один аргумент, почему-то я не стал точить металл. Ну, металл, в смысле сталь. Пластинку я не только прикрутил, но еще и приварил. Потому что у нее грань неровная. Ну, можно было сточить плоскую, конечно, сделать, но не стал. И делал грань косую, чтобы только одна упиралась сторона. И получается, если я в одну сторону иду, пластинка упирается в грань. Нормально. В другую сторону иду, она разворачивается и диаметр сразу меняется. То есть вариант был или ходить только в одну сторону, назад в холостую, или как-то ее крепить. И вот я решил, что раз железом баловаться не буду, значит, можно ее и приварить. Во всяком случае, на алюминь поиграться ее хватило вон со свистом, она целая вся. Главное не забывать масло капать, потому что как масло здесь выгорает, сразу начинает налипать. Ну, на этом больше рассказывать нечего. Все, более-менее работает, и ладно, вдруг когда-то пригодится. В пятницу плавим алюминий с пластиком. Всем удачи, пока. Спасибо еще раз за подписки, за просмотры. Здоровья давайте. До новых встреч.